Привет! Турция — это не только сладости, вкусный чай и кофе, но и страна с богатой историей. В одно из таких мест я сегодня и поеду. В Каппадокию. Моя поездка займет 2 дня. Из Алании это 500 километров. Все, поехали! О, стоп. Ну а пока я пойду сейчас отосплюсь, ведь автобус за мной приедет в 3 часа утра, поэтому пока спать, а потом поехали. Путешествие началось в 3 часа утра. Пока автобус всех собрал из отелей, ушел еще 1 час. Сбор я не стал снимать, так как моя камера не позволяет снимать ночью, и было бы плохое качество видео. Сейчас мы начали движение по перевалам. Многие быстро уснули, но мне не спалось. Смотря в окно, я был поражен изумительной красотой пейзажей. До первой остановки на завтрак нам еще ехать примерно 4 часа. А пока есть время немного поспать, не в очень удобном автобусном сидении. Находимся где-то в горах, не знаю, что за место, но очень классное и красивое место. В этом кафе сделали привал, 7 часов 21 минута местного времени. Перекусили чаем, турецкий небольшой завтрак. Вот наш автобус, на котором едем до Каппадокии и назад в Анталию. Ну а при кафе, где мы вкусно позавтракали, есть не только магазин с магнитами и одеждой и прочими безделушками для туристов, но также отдел с турецкими ножами. Такие интересные турецкие ножи продаются здесь. Интересно, сколько стоят. Это ятаган, имеющий двойной изгиб. Это что-то среднее между саблей и тесаком. Я его покупать не стал, чтобы не иметь лишних вопросов на таможне при вылете. Вообще, этот отдел кладезь для фанатов холодного оружия. Здесь есть большой выбор на любой вкус, цвет и лезвие. Нам еще предстоит в пути на вот этом маленьком автобусе за моей спиной еще примерно часов, где-то 6, и будем в Каппадокии. Пока я в пути, немного информации о регионе Каппадокии. Каппадокия является одним из туристических центров Турции. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в 1 веке до нашей эры, и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времен ранних христиан. Национальный парк Гюрюме и пещерное поселение Каппадокии входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Климат Каппадокии умеренно континентальный, с жарким и сухим летом и холодной зимой. Зимой, с декабря по февраль, температура в ночные часы понижается до отрицательных значений, от 0 до минус 15. Самое жаркое время года с июня по сентябрь, ночью плюс 15-25, днем около 35. Самый засушливый месяц – август. Основные достопримечательности провинции Каппадокия – это вулканические ландшафты, пещерные и подземные города, каньоны. Также это место, где ваш инстаграмчик лопнет от миллионов фоток. А теперь об экономике этого путешествия. Сколько стоит эта поездка в 2023 году? С общим пробегом 1000 километров, с гидом, посещением 11 достопримечательностей, гостиницей на 1 ночь и ужином, а также с завтраком на следующий день. Ответ внизу экрана. Ну а что касаемо обедов, обеды стоят отдельно, по $15 с человека, о них я обязательно покажу и расскажу, стоят ли они того. Ну а тем временем мы доехали до города Невшехир, где не так давно нашли самый большой по площади подземный город Кая-Шехир, глубиной 12 этажей. Первые люди, которые здесь жили, это были хатти. Откуда они пришли, кто они такие, неизвестно. До 18 века кто такие вообще неизвестно было. И на этом можно было и не слушать дальше гида, так как официальная наука не дает ответа, откуда взялись подземные люди Хатти. Но все-таки давайте еще послушаем.
В 18 веке французский археолог находит первый мировой договор, который был договорен между Рамзесом II и Хантушем III был договорен мировой договор. Есть такая плита, где было написано 2 экземпляра. Есть первый экземпляр находится в археологическом музее в Стамбуле возле Султана Ахмеда. Второй экземпляр находится который там был в Египте, в музее находится. Оттуда он расшифровал язык хатти, и из этого начали узнавать. Говорится то, что эти люди были англо-индийского языка, владели. Сюда они пришли невысокого роста, были 1,50 м примерно, у них рост был. Жили они только до 50 лет. Люди, которые здесь поселились, именно были хатти. 4000 лет до нашей эры они жили в этих подземных городах. 1500 лет они здесь жили. 2500 лет пустовали эти города. После нашей эры сюда начали поселяться монахи. После этого они здесь начали жить. Дальше гид много говорит о том, как жили монахи и их быт, почему они здесь жили. Я же придерживаюсь другой версии о людях хатти и откуда они там взялись. Эту версию озвучил Владимир Ешкардин. Почему их рост составлял 1,50 м, жили они 30 лет, а не 50 лет, как сказал гид. Вы можете сами найти его версию в интернете. Сейчас мы стоим на входе в подземный город, и уже прохладно, плюс 22, а на улице на солнце все плюс 39. По словам гида, это благодаря материалу туфу. Он как термос держит холод или тепло. Подземный город 12 этажей. Далее мы спускаемся еще ниже, где температура еще ниже. Остается такая вот температура 13-15 градусов. Наверху будет -3, здесь будет 13-15. Наверху сейчас в данный момент 32 градуса, здесь также останется 13-15 градусов. Идем сюда. Отсюда идет вход на следующий, идет на -3, но нам туда не разрешается заходить, мы остаемся здесь. Что это такое? Я вам говорила, -12-13 градусов температура здесь остается. Это холодильник, воздухообмен. Воздухообмен через этот щель проходила в каждом есть этаже, в каждой комнате. Практически это есть, чтобы хватало вообще воздух в этих комнатах. Интересно другое здесь, куда уходила канализация, как они здесь жили, куда все сливалось, чем питалось. Ладно, идем дальше. О, тут такой узкий проход, обалденно. Все это поставили. Да, это типа дверь. И есть дверь. Типа. Теперь то, что вы двери видели, это не такое. Дверь была при хате, было придумано, но мало использовано, так можно сказать. Вот эти двери от 800 грамм, маленькие есть, килограммов, от 800 килограммов доходит до тонны, 800-900 граммов доходит. Вот эти двери, они тяжелые бывают. То, что вы видите, это наших и глазов также использовалось. Я вам сейчас технику расскажу, потому что монахи большинство использовали именно эту дверь. Здесь стоит, получается, проходим, получается камень большой, он держит эту дверь. Там видите щель. Когда оттуда есть идет опасность, этот камень отсюда убирают, отсюда толкают, дверь полностью туда заходит, закрывается. Чуть-чуть здесь этот пошло, то что ветром и все сработало, сделал. А так он был глубже, вот эта щель, которая находится. Туда заходит вот эта дверь, закрывается полностью. Монахи большинство использовали, потому что когда оттуда давали сигнал, что идет опасность, они по вере возможность собирали то, что жилое, которое показывает, то, что здесь жил человек, все начинают перетаскивать сюда, собирают все, и получается эту дверь оттуда закрывают. Сейчас. Закрывают оттуда, получается, полностью. Смотрите, подземные города между собой все связаны. В итоге, вся информация гида в основном посвящена жизни монахов-христиан и как они использовали подземные города для своих нужд. По сути, они скрывались от преследователей их веры. На данный момент времени таких подземных городов в Каппадокии нашли около десятка.
У меня после посещения подземного города осталось много вопросов. Я так и не понял, зачем изначально был построен этот город, почему хати хотели жить именно под землей, откуда они брали воду, куда девалась канализация, какой едой они питались. Официальная наука пока не дает ответов. А это уже современный город. Люди живут в современных домах. Что, место для селфи? Надеюсь, этот исторический секрет подземных городов ученые в скором времени узнают. Далее двигаемся к нашему обеду за $15 с человека. Смотреть, заранее приготавливаем. Да, кстати, забыл представить нашего гида. Знакомьтесь, Ольга окончила Стамбульский университет, владеет 3 языками, хорошо знает историю своей страны. И самое главное, в пути с ней интересно и весело. Собираемся в свою интервью. Вход в ресторан очень красивый. Прям торжественно красивый. Наше обеденное место, точнее ресторан с нашим обедом, тоже находится под землей, примерно на глубине 5 метров. Здесь самое главное... Холодно, хорошо. Признаюсь честно, я сильно голоден и готов многое съесть или много съесть. Нам подали традиционный турецкий суп эзогилим, салат, а вот при подаче второго блюда устроили целое шоу. Это традиционное кулинарное сокровище Каппадокии – гювеч. Гювеч – это овощное рагу с мясом говядины, курицы или баранины. Запекается в герметически закрытом глиняном горшке, что придает блюду неповторимый вкус и аромат. Самое то, чтобы подкрепиться после первой половины насыщенного дня и набраться энергии на вторую половину. Горшок подается на горящих углях, или вот как у нас, в языках пламени. Официант доводит до кондиции, так сказать, еще чуть-чуть, и резким движением снимается крышка кувшина. И через минуту блюдо на вашем столе. Красивый, уютный ресторан, главное подземный, холодненький, и вдруг выключили электричество. Посмотрите, как мы едим. В Алании также выключают периодически электричество. Видимо, это типично для всей Турции. За 5 минут без света мы не только освоились в темноте, но и доели все лакомые кусочки. При выходе из ресторана Йемени мы сразу попадаем в следующую достопримечательность – в долину голубей. Голубей мы так и не увидели, потому что было очень жарко. Ну а по словам гида, голубиный помет используют для удобрений. Протяженность долины 4 километра. На холме стоит крепость Учхисар. Эта крепость является самой высокой сторожевой башней исторической Каппадокии. И совсем рядом точка для селфи-фоток и вашего инстаграмчика. Не помню, как называется, но нас высадили здесь и сказали, что здесь очень красивые фотки получаются. Фотки получаются, но тенька нет, спрятаться некуда. Поэтому у нас 5 минут, чтобы быстренько вспотеть, взмокнуть и забежать в кондиционированный автобус. Наш мустанг называется Ада Агабей. Вот такая здесь красота. Фу, пекло неимоверное продолжается. Привезли нас в долину фантазии. И вот здесь вот такие вот фантазии в виде вымытого туфа. Туф умывается воздухом. И люди фантазируют на тему любви, гадюк, животных, верблюдов и так далее. Сейчас все покажу. Нет, это
верблюд. Это улитка. Кто-то говорит кошечка. Вы говорите, это улитка. Ну, как у кого как накрывает. Смотрите, курицу видим? Да. Это курица. Правильно, где люди стоят. Потом идем дальше, смотрим туда. Влюбленные целуются. Маленькая парочка и большая парочка. Видим? Да. Рядом посередине что стоит? Да, это утка, еще Наполеона шляпа тоже называют это. Наполеона шляпа. Теперь самый красивый, который природа сделана. Туда смотрим, на что это похоже? Это ящерица, которая нарезана, смотрите, сверху красиво сложилась. Это ящерица. В создании этих причудливых рельефов принимала участие сама природа, тысячелетиями искусно разрушая и выветривая поверхность скал. Этого верблюда пытались оседлать многие туристы для своего инстаграмчика, но риск падения велик. Сейчас он огорожен забором. Долина фантазии – один из оазисов скальных чудес Каппадокии. Далее идет долина любви. Но мы в нее, к сожалению, не зашли, так как по времени не успевали. А длина долины любви Примерно длится 7 километров. Здесь находится монастырь, здесь находится Смурф. А сейчас мы на северной окраине национального парка Гюрюме. Сюда смотрим на ту сторону. Это все было под землей. Вы должны были в данный момент находиться под землей. Всю архитектуру можете посмотреть. Это внутренняя часть подземного города. Здесь открылось, сломалось. До 1962 года люди жили именно в этих скалах. Когда уже все начало рушиться, они перешли в другие по краю, начали дома строить. В данный момент 250 человек здесь живет. Греческий город Чаушин, так называется этот город. До 23 года, до республики, здесь жило 70% армянов, 10% греков. Отсюда их полностью переселили в свои страны. Говорят, что армянский геноцид именно был здесь. Нет, это неправда. Это было со стороны Сирии, туда, дальше, восточной части геноцид был. Здесь просто людей хорошо попросили уехать. Как она культурно сказала, их попросили. Видимо, очень хорошо попросили. И еще денег дали на переезд. Ну а главная достопримечательность Чавушина – скальная церковь Иоанна Крестителя. Эта церковь – одна из старейших в Каппадокии, предположительно 5 века. А сейчас мы ее посетим. Теперь главное подняться на такой изнуряющей жаре. Сейчас мы находимся в Иоанна Крестителя церковь. Сам Иоанн Креститель здесь не жил. Он жил в Иордании, крестил Иисуса Христоса в реке Иордан. Получается, иорданский царь, то, что его дочка очень красиво станцевала, попросила именно голову Иоанна Крестителя ради своей матери. И он был убит именно в Иордании. Он отсюда не проходил, он и здесь не жил. Но для христиан очень важное место. Первые крещения проходили здесь именно. Из-за этого Иоанна Крестителя церковь называется. 3 века церковь сама идет, относится. До этого тоже здесь были первые христиане, но церковь она стала 3 веком. Монастырем она стала 7 века, примерно стала монастырем. Здесь, когда было церковь, вот этих камней ничего здесь не было. Разумовка уже 7 века идет. До 62 года та часть была как-то сохранена. Здесь было очень большое, не только 3 зала отцепления, и еще 1 зал, по которому отцепи делились туда дальше. Это самый большой алтарь Августа, когда ходила до той стороны, все было слышно именно здесь. Получается, здесь... Да, звуковая волна здесь идеально резонирует, несмотря на очень многовековую историю этого места. А что касаемо росписи на стенах и потолке, несмотря на время, на них все еще можно рассмотреть святых. А из бывшей двери этого церковного зала открывается вот такой изумительный вид на северную Каппадокию. Фух, загоняли нас сегодня по горам
и подземным городам. Здесь вот фоточки для, так сказать, себяшки, селфи и так далее. А здесь вот все, вся старина. И плюс еще вот хозяйка дома здесь жила до 85-го года. Что-то я Короче, что-то я расплавился на этой жаре. Хозяйка дома за моей спиной, она делает сок. Стоимость одного сока 2 евро, стаканчик 0,4 апельсинового свежевыжатого. И предлагает зайти в ее дом. Стоимость зайти в ее дом 1 бакс. Я не хочу идти, что там смотреть, не знаю. Я надеюсь на сегодня все, потому что я так умотался. Сейчас последнее восхождение еще чуть-чуть повыше. Сделаем, снимем панорамку и в гостиницу. Все. Я устал. Такая панорама открывается с города подземного. Находимся на самой верхушке. Сейчас посмотрим, что там. Ну, а здесь вот Открываются потрясающие виды на пейзажи Каппадокии. красота. Нас наконец привезли в гостиницу в городе Аванос. Первый день в Каппадокии был очень насыщенным на достопримечательности. От подземных городов, от которых больше вопросов, чем ответов, до скальных долин с чудесно красивыми пейзажами. Гостиница класса 3 звезды. Единственный минус – в номере не было кондиционера. Но этот минус с легкостью был перевешен потрясающим видом, которым мы наслаждались за ужином. А завтра нас ждет то, для чего многие и приезжают в Каппадокию. Вот эта полоска ткани бело-желтая превратится через 5 минут вот в такой гигантский шар. И такая движуха в долине Сабель каждое утро. Буквально все готовятся к полетам. Капитаны воздушных шаров проверяют направление ветра. Их помощники раскладывают и надувают шары. Ну а туристы готовятся к взлету. В общем, встали в 4 часа утра, чтобы прийти сюда. Сколько сейчас время уже? В 3 мы встали, чтобы сюда доехать за каких-то 20 минут. По пути мы еще час кого-то ждали. В итоге мы еще здесь минут 30 постояли. Так сказать, немножечко охладились, чтобы насладиться, как шарики поднимаются в воздух. Ну и мы на них сядем. Вот такое вот здесь зрелище открывается с этой точки. В 21 веке это теперь полная развлекаловка. Какой он гигантский. Полетели. Today you can see 165 balloons on the sky. Maximum. Помощник капитана сказал, сегодня 165 шаров поднялись в небо. Максимальное количество.
А теперь самое главное – это цена полета. Она изменчива и каждый день устанавливается новая. Для нашей группы цена $200 с человека. Теперь умножьте количество людей в корзине одного шара, это 20 человек, и умножьте на 165 шаров. Такая сумма сегодня взлетела в небо. Каппадокия – это не только красивое и историческое место, но и поистине золотая жила для Турецкой Республики. По словам капитана, наш полет проходит на высоте 1000 метров над всеми долинами и подземными городами, что мы посетили вчера днем. Правда, сверху я их никак не узнал, но тоже очень красиво выглядят, согласитесь. Весь полет занимает 1 час, но впечатления и эмоции переполняют, и кажется, что прошло всего лишь 5 минут. Ну а когда мы начали снижение, начались самые захватывающие маневры нашего полета. Наш капитан творил чудеса. Я не знаю, как можно так ловить ветер и проходить на расстоянии от скалы всего лишь в 2 метрах. А далее проходить над землей на расстоянии тоже 2 метра. Капитан также решил показать улицы своего города и поздороваться с туристами на балконах заодно. Ведь высота нашего полета примерно на уровне 3-го или 4-го этажа. Наш капитан, между прочим, эта девушка, оказалась не только высококлассным пилотом, но еще и крутым диджеем. Не успели мы приземлиться, как нас уже ждало безалкогольное шампанское. По окончании дают вот такой сертификат. Море эмоций. Моя однозначная рекомендация. Приезжайте, не жалейте денег. Где вы еще покатаетесь на воздушных шариках? Возможно, где-нибудь и у нас в стране есть такое. Но здесь это ежедневно. Поехали дальше. Находимся в городе Учхисар, рядом с крепостью. Я вам ее уже показывал, но с другой стороны. Ее хорошо видно с долины Голубей. Сама крепость как крепость. Ничего особенного, но стоит уже здесь очень много веков. Но нам сказали более важную информацию. Ну, конечно, если по словам гида это все вымывается водой и воздухом, ну, по первой части он сказал воздухом, это, конечно, обалдеть как сильно, точнее, быстро, и в течение там 30, может быть, чуть больше лет здесь ничего от этого не останется. По сути, мы смотрим с вами исторические фрагменты этого города. Вот это квартирка вот этого человека, который там жил когда. А, вон он. Он за $1 пропускает свои владения, посмотреть, как он жил в этом подземном городе. Ну, подземно, не подземно, но в этом вот месте. Вон там у него вход. Вот люди ходят, интересуются, смотрят.
На мой взгляд, самое красивое место в этом городе – это смотровая площадка, как будто специально сделано, все для любителей фотографии и инстаграмчика. Забыл сказать, вход в крепость платный. Если вы приедете на своей машине, все парковки в городе платные. Посидеть, полюбоваться видом отсюда, с этого именно места, или чуть-чуть подальше за моей спиной кафешки есть. Вообще красота. Ну, просто понаслаждаться. Мы поедем дальше. Впереди нас ждет еще одна обеденная точка. Вот наш верный автобус. А это точка привала. Точнее, обеденная точка. Стандартная достаточно для турецких граждан еда, кебаб и курица. Куриный шашлык достаточно вкусный. И кебаб, говорят, вкусный. Также арбуз, вода и салатики. Ладно, поехали дальше. Пообедав в городе Коня, начинаем путь в Аланию длиной 450 километров. Снова по перевалам с изумительно красивыми пейзажами. А что касаемо последнего обеда, на мой взгляд, он не стоит $15. Лучше заказать обед напрямую, выйдет дешевле. В этом же кафе. Хотя гид перед этим нас предупреждала, что заказывать категорически нельзя. Поверьте, все можно делать. Кто платит, тот и заказывает. В пути наш гид многое рассказал о обычной жизни простых граждан, их предпочтениях и вкусах. Например, если девушка хочет найти красивого парня, то считается, что самые красивые мужчины живут на севере Турции, и наоборот, что самые красивые девушки живут на юго-западе Турции, в городе Измир. Дорога по перевалам займет примерно еще 7 часов, а по приезду в Аланию я сразу уснул. Отоспался после насыщенной поездки в Каппадокию. Ведь Каппадокия — это не только полет на воздушных шарах, это и подземные города, богатые истории. Это люди, которые вместе с вами едут в автобусе, и за эти 2 дня вы становитесь буквально командой, которая, собственно, сплоченно все это познает, постигает историю, лазит по подземным городам и наслаждается полетами на воздушных шарах. Да, кто-то смотрит с земли на все это дело, а кто-то принимает участие непосредственно в полете. Полет стоит недешево, но оно того стоит. В процессе поездки вы все знакомитесь, перезнакомитесь, и это самое главное, на мой взгляд. Ведь люди в поездке, с которыми вы познакомились, становятся вашими друзьями. Ну а я поеду сейчас дальше, новые приключения ждут. Путешествуйте далеко и надолго. Что-то как-то криво, вам не кажется? Сейчас поправим. Во, отлично.